Глобальное потепление – одна из наиболее серьезных угроз, с которыми сталкивается современное человечество, проблема, чреватая долгосрочными и катастрофическими последствиями для всей планеты. Начиная с индустриальной революции, наблюдается экспоненциальный рост концентрации углекислого газа, СО2, в атмосфере Земли, главным образом за счет сжигания ископаемого топлива, вырубки лесов и других видов деятельности человека. Этот избыток СО2 приводит к усилению парникового эффекта, явление, при котором газы в атмосфере задерживают тепло, исходящее от поверхности Земли, вызывая постепенное, но неуклонное повышение температуры. Последствия этого глобального потепления разнообразны и включают в себя учащение и усиление экстремальных погодных явлений – ураганы, засухи, наводнения, таяние ледников и полярных шапок, повышение уровня мирового океана, изменение экосистем и, как следствие, угрозу для биологического разнообразия и продовольственной безопасности. Ранее в качестве основного способа борьбы с глобальным потеплением рассматривалось сокращение выбросов парниковых газов, в идеале достижение нулевого углеродного следа, то есть состояние, при котором объем выбросов СО2 компенсируется объемом его поглощения. Этот подход был положен в основу многих международных соглашений, включая Парижское соглашение по климату. Однако, несмотря на все усилия, практическая реализация этого плана столкнулась с серьезными трудностями. Экономическая зависимость от ископаемого топлива, отсутствие достаточных стимулов для перехода на возобновляемые источники энергии, политическая нестабильность и противодействие со стороны отдельных стран и отраслей – все это привело к тому, что поставленные цели не были достигнуты. Парижские соглашения оказались не выполнены в полном объеме, а глобальное потепление продолжается, причем, по данным научных исследований, даже с большей скоростью, чем предполагалось ранее. Это ставит под сомнение эффективность существующих стратегий и заставляет ученых искать новые, более радикальные решения. В связи с неэффективностью традиционных методов борьбы с глобальным потеплением, у исследователей появилась другая, на первый взгляд экстравагантная идея использования контролируемого ядерного взрыва для достижения климатических целей. Речь идет о проведении взрыва невероятной мощности – 81 гигатонна в тротиловом эквиваленте. Это колоссальная величина, значительно превышающая суммарную мощность всех когда-либо проведенных человечеством ядерных испытаний и эквивалентная взрыву 1620 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Согласно расчетам ученых, взрыв такой силы при соблюдении определенных условий способен существенно замедлить процесс глобального потепления, отсрочив его на период до 100 лет, а возможно и более. Однако реализация этой идеи сопряжена с рядом сложных технических, экологических и этических вопросов. Главное условие успешной реализации этого плана заключается не в самом ядерном взрыве, а в том, что именно предлагается взорвать. Речь идет о использовании базальта, распространенной вулканической горной породы, которая обладает уникальной способностью поглощать углекислый газ. Однако эффективность базальта как поглотителя СО2 проявляется только в измельченном состоянии, когда его поверхность максимально доступна для химической реакции. Идея состоит в том, чтобы взорвать огромные залежи базальта объемом около 3 триллионов тонн. Взрыв такой силы приведет к дроблению горной породы на мельчайшие частицы, значительно увеличивая площадь поверхности базальта и, соответственно, его способность поглощать углекислый газ из окружающей среды. Предполагается, что измельченный базальт
сможет поглотить все выбросы углекислого газа, произведенные человечеством за последние 30 лет, что должно существенно снизить концентрацию парниковых газов в атмосфере и, как следствие, замедлить процесс глобального потепления. Выбор места для проведения взрыва также имеет критическое значение. Необходимы большие, доступные залежи базальта, что ограничивает возможные локации. Ученые рассматривают в качестве оптимального варианта дно Мирового океана. В частности, было предложено провести взрыв в районе плато Кергелен, расположенном в Южном океане. Это место обладает рядом преимуществ. Во-первых, под плато обнаружены гигантские, хорошо изученные залежи базальта, которые могут быть использованы для решения поставленной задачи. Во-вторых, глубина океана в этом районе составляет около 6-8 километров, что создает давление порядка 800 атмосфер. Это необходимое условие для удержания продуктов взрыва, предотвращения распространения радиоактивных веществ и обеспечения стабильности образовавшейся структуры. Глубоководный взрыв, благодаря огромному давлению, минимизирует риск неконтролируемого распространения радиоактивных частиц и других опасных веществ, сводя к минимуму воздействие на окружающую среду, включая близлежащую Антарктиду. Предварительная оценка стоимости данного проекта составляет около 10 миллиардов долларов США. Это значительная сумма, однако ученые подчеркивают, что она несопоставима с теми триллионами долларов, которые придется потратить на ликвидацию последствий глобального потепления, таких как борьба с наводнениями, засухами, стихийными бедствиями, а также на устранение последствий изменения климата для экономики, сельского хозяйства и инфраструктуры. Кроме того, отсрочка глобального потепления позволит спасти миллионы человеческих жизней, которые находятся под угрозой из-за экстремальных температур, засух, голода и других последствий изменения климата. Многие густонаселенные регионы планеты, которые в настоящее время подвержены риску превращения в выжженные пустыни, смогут избежать этой участи. Таким образом, несмотря на высокую стоимость, проект представляется экономически оправданным и может принести огромную пользу для всего человечества. Однако, использование ядерного взрыва для борьбы с глобальным потеплением вызывает серьезные опасения, связанные с возможным воздействием радиации на окружающую среду и здоровье людей. Вопрос о радиоактивности является одним из наиболее обсуждаемых аспектов этой идеи, поскольку ядерный взрыв неизбежно сопровождается выбросом радиоактивных веществ. В связи с этим общественность справедливо обеспокоена тем, какие последствия могут иметь такие выбросы. В массовом сознании, благодаря кинематографу и литературе, ядерный взрыв ассоциируется с катастрофическими последствиями, такими как масштабное радиоактивное заражение, непригодность планеты для жизни, мутации и прочие ужасные сценарии апокалипсиса. Важно понимать, что сам по себе ядерный взрыв не единственный источник радиации на Земле. Естественный радиационный фон присутствует повсеместно, а различные виды человеческой деятельности также приводят к выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду. Например, в 2024 году, если учитывать суммарный объем выделяемой радиации, человечество взорвало около 2000 ядерных бомб. Этот вывод основан на оценке радиоактивного воздействия различных источников, включая энергетические станции, использующие уголь. Дело в том, что угольные станции, работающие на ископаемом топливе, также выделяют в атмосферу радионуклиды, такие как уран и торий, которые содержатся в угольных отложениях. Несмотря на то, что суммарная радиация от этих источников значительна, ее воздействие на глобальный радиационный фон относительно минимально и не представляет серьезной угрозы для здоровья людей. Соответственно,
Ученые, занимающиеся разработкой проекта по борьбе с глобальным потеплением, утверждают, что контролируемый ядерный взрыв в океане на большой глубине не приведет к радиоактивному апокалипсису. По их расчетам, глубина взрыва, использование специальных оболочек для ядерных зарядов и сам тип взрыва, направленный с максимальным поглощением энергии в базальте, должны свести к минимуму выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. Радиоактивные продукты взрыва в основном останутся внутри измельченного базальта и не окажут негативного воздействия на окружающую среду. Ученые также подчеркивают, что благодаря огромному давлению на глубине распространение радиоактивных веществ будет крайне ограничено, и жители Земли практически не почувствуют последствий взрыва. Необходимо отметить, что для подтверждения этих утверждений требуются детальные исследования и компьютерное моделирование, учитывающие все аспекты планируемого эксперимента. В заключение, предложенный метод борьбы с глобальным потеплением, основанный на использовании ядерного взрыва для измельчения базальта и поглощения СО2, представляет собой сложный и противоречивый проект, требующий всестороннего анализа и оценки рисков и выгод. С одной стороны, этот метод потенциально может отсрочить катастрофические последствия глобального потепления, спасти жизни миллионов людей и сэкономить триллионы долларов. С другой стороны, он связан с серьезными рисками, связанными с использованием ядерного оружия, включая возможность радиоактивного загрязнения и непредсказуемых экологических последствий. Для принятия окончательного решения необходимо провести дальнейшие исследования, включая детальное моделирование, лабораторные эксперименты и оценку возможных сценариев развития событий. При этом необходимо учитывать не только технические и экологические аспекты проекта, но и его этическую сторону, а также общественное мнение и международное сотрудничество. Только после всесторонней оценки всех аспектов можно будет сделать обоснованный вывод о целесообразности и безопасности реализации этого амбициозного, но рискованного проекта.